Спустя неделю мы переехали в квартиру подороже. Обзор. Телевизор, рабочее место, огромный диван, спальня, большая кровать, шкаф, мини-кухня, микроволновка, холодильник, плита, ванная. Квартира замечательная, но есть один минус. Постоянно, каждый день выключают свет. Ванная, душ, унитаз, раковина, стиральная машина. Эта квартира нам обошлась примерно в 1700 рублей в сутки. Квартира располагается в районе Вера. Это центральный район, где сочетаются старые такие здания с современными. Здесь есть эксплуатируемые крыши, узкие улочки, ну все как любите. И сегодня мы отправляемся в первую нашу прогулку. Апартаменты здесь стоят подороже, зато лифты бесплатные. А лифт у нас необычный. Надо сначала приложить ключ, потом нажать этаж. Супер! Это самый центр Тбилиси, поэтому тут очень большие проблемы с парковкой. Это даже не Краснодар, где проблемы. Здесь вообще негде встать, потому что город горный, тут очень много холмов всяческих. И просто так на газоне не бросишь на какой-то полянке. Места очень мало, мы с трудом нашли одно место. Припарковали машинку. Ребята, смотрите, прям Таиланд напоминает. Обросшее зеленью здание. Красота! Наша прогулка начинается с подъема по очень узкой, очень красивой улице. Посмотрите, вы когда-нибудь такое видели? Но если только в Италии. Деревца, тень падает, полностью закрывая улицу. Архитектура примерно такая. Не то, что Москва. Но сегодня еще погода хорошая. В моем понимании хорошая погода — это когда солнце загорожено небольшими облачками, чтобы прям не жарило, а нормально было. Решили немного попить кофе здесь. Карты. Зашли перед нашей прогулкой попить кофейку. Это самый настоящий грузинский круассан. Нету начинки. Наконец-то, друзья, добрался до начинки. Очень приятный, нежный сливочный вкус. Но очень много теста. Я думаю, мы потолстеем, а мы же зожники. Как мы можем себе такое позволить? Я очень волнуюсь по этому поводу. Или творожный. 2 кофе и 2 круассана, 16,5 лари. Так, друзья, 16,5 лари. А вы мне пишите в комментариях, что вы там на 20 шикарно поели, пообедали. Ну, вот такие цены. Просто есть разный уровень кафе. В прошлом видео, когда я ехал в Тбилиси, я останавливался у Гочи. Кафе было прямо у дороги, поэтому цены были повыше. Тут тоже неплохое кафе. Нам очень понравилось, очень вкусно. Но там были живые цветы, живые. Я так люблю, вот когда ты садишься, и тебя отгораживают от дороги живые цветы, и ты вроде и на улице сидишь, а вроде и в кафе сидишь, чилишь, отдыхаешь. Винная фабрика номер 1. Типа клевое тусовочное место, хипстерское, когда на территории завода, примерно как в Москве это делают, сделали крутое тусовочное место. Но я хочу побыстрее отсюда уйти и ничего тут не смотреть. Это какая-то жесть. А у вас было такое ощущение, чувство неловкости, когда куда-то заходишь и не понимаешь, то ли вокруг тебя арт-объекты, то ли стройка. Можно зайти внутрь и посмотреть на настоящие винные штольни, наверное, это так называется. Вот это уже прикольно. Действительно, каменные стены, кирпичная кладка. Очень все старинное, такое красивое. Везде можно заглянуть. Тут еще что-то происходит. Стройка, ремонт. Очень забавно. Так, на территории есть очень прикольный фастфуд. Гриль-бар. Ну, вот тут можно гулять. Тут уже на что-то похоже более-менее. Какие-то уютные бочки. Изначально, когда я зашел, было очень неловко.
Может быть, мы где-то и протесты здесь найдем, но пока... Что, где мы находимся? Почему тут такое происходит? Что вот они с улицы сделали? Главное, ребята, я подхожу вот сюда, к самому краешку, и дальше вся улица, она тоже перерыта просто. Окей, мне тут сообщают, что мы движемся по проспекту Чевчевадзе. Очень крутой грузинский князь, у которого тусил и Пушкин, и Грибоедов. И, ну, короче, известный человек, в честь него назвали улицу, которую сейчас ремонтируют. Смотрите, тут есть мостик. Охренеть! Видимо, это будет модная концепция современной двухуровневой улицы. Интересно, тут можно гулять по центру дороги. Дорога выглядит примерно так. Самая мякотка пошла. Ямы, провалы, машина застревает. Я думаю, может, это связано как-то с выступлениями оппозиции. Центр города готовит. Роют такие котлованы не слабые, чтобы люди не могли свободно передвигаться. Не знаю, это только мое предположение. Отвал башки. Старые здания, и напротив них милые кафешки. Старый балкон. На каждом шагу что-то интересное, двухуровневые магазины, маленькие красивые улицы, жизнь кипит. Красота, очередной парк. Что-то с парками в Грузии неполадки. Куда мы не придем в Тбилиси, в какой парк мы не придем, все время стройка. Это что-то просто потрясающее. До любого парка доходишь, он либо не готов, либо в нем что-то меняют. Что делают тут, не ясно. Может, тут сцену ставят какую-то, охрана тут находится по всему периметру. Какие-то железки приваривают. Странно, да? Очень красивые здания из стекла и бетона на каждом шагу. Но единственный минус этой улицы, этого проспекта, это парковка. Это парковка прямо вдоль обочины. А как же сюда попадают эти машины? Наверное, они и проезжают по этому тротуару. Вкусная кафешка здесь, в Агрохабе. Сосиска тоже есть. Нет, котлета. Мясо. Короче, взяли 2 порции овощей с сосисками и 2 компотика. 16,5 лари. Овощи мне понравились, безумно вкусно и безумно остро. Это место я вам рекомендую. То есть сейчас прямо над нами будет фонтан. Но отсюда его не видно. Видим только переход. Немного слышно, что сверху фонтан, прям вот там. Вот это, друзья, фонтан. Друзья, это парк Ваке, что в переводе с грузинского означает равнина. Парк построен в 1946 году. И, естественно, изначально назывался Парком Победы. Прямо в центре парка располагается фонтан. Охренительный огромный фонтан. Дальше идет лестница к памятнику. Естественно, в парке есть машинки, как и везде. Памятник. Теоретически, конечно, туда наверх можно подняться и пешочком. Но, во-первых, мы посмотрим, работает ли канатка, потому что говорят, что она работает. А во-вторых, можно подняться и на такси. Ногами что-то штурмовать сегодня не хочется. Вот это диджей. Вот это я понимаю. Друзья, это вторая канатка в Тбилиси, на которой можно подняться на гору. По-моему, она не работает. Такое у меня ощущение. В принципе, ребята пишут, что работает, и подъем каждые 10 минут. Но вагончик стоит. Плановые ремонтные работы. С таким трудом мы пришли на эту канатку, но оказывается, она не работает и не будет работать еще 3 месяца. Плановые технические работы. Но мы не унываем, ведь можно заказать такси. Такси отсюда наверх будет стоить чуть меньше 4 лари. О, водитель в пути. Через 2 минуты приедет. Канатная дорога это стоила примерно 25 рублей с человека. А на такси мы доедем вдвоем за 100.
Не, ну, конечно, не Геленджик. Нашли тропинку, по ней поднимаемся вверх. Конечно, самый лучший способ — это идти по дороге, тогда точно не потеряешься. Но по дороге же неинтересно, много машин, все ездят. Ау! Ой! Чьи-то гнезда. Что-то мы очень хорошо углубились в лес. Тропинка нормальная, кстати. А вот и верхняя часть канатки, вот, сверху. Почему-то вместо того, чтобы нормально доехать на такси до озера, мы доехали до музея Грузии. Тикет. 5 лари взрослых. Этнографический грузинский музей. Вход 5 лари со взрослого человека. Не знаю, есть ли нам смысл идти, там внутри никого нету. Может быть, в следующий раз зайдем. И надо было подниматься метров 500 или сколько-то, но я чуть не обострился. Вообще жара 30 градусов, это жесть. Черепашье озеро. Вот так оно выглядит. Дошли мы до Черепашьего озера, для этого мы поднимались вверх, купили водички, попили. Немного устали, до дома нам спускаться километра 3, потом еще идти километр, как-то так. А это озеро, где местные жители отдыхают. И не только местные, очень много людей из Турции. Тут очень много женщин в хиджабах. Да, ребята, не скрою, мне озеро не очень понравилось, Черепашье озеро на самой вершине горы, потому что, ну, что мы озер не видели? Обычное круглое озеро, где люди отдыхают. Можно приехать и на море над Тбилисское, так называемое. Там еще больше мест для отдыха. Но никогда не знаешь, где будет красиво. Здесь, спускаясь от озера, мы нашли потрясающее место. Удивительно, любой житель Тбилиси может подняться сюда и устроить совершенно бесплатно себе шашлык. Виды на весь город. Какое уютное место для пикников. Камешки, чтобы присесть, кострища, вид на город. Вид на город. Вау! Тропинка идет по узкой скале вниз. Пытаемся здесь спуститься. На самом краю скалы стоит вышка сотовой связи, она окружена колючей проволокой. Надо искать маршрут отступления. Не, ну справа так справа. Сейчас посмотрим. Что-то стрёмно немного. Колючая проволока, антенны. Нам надо вниз. Дело осталось за малым. Спуститься по этой улице в 45 градусов вниз. Естественно, мы пытаемся найти более краткую дорогу вниз, какую-то тропинку, может быть. Что у нас здесь? Что там, лесенка? Точно? Вниз идет лесенка, конечно, мы ей воспользуемся. Ого, лесенка для сильных духом. Какая прикольная маленькая улочка. Значит, справа труба проходит, вот тут труба. Слева глухой забор с решетками. Все, как я люблю. Тбилиси расположен между гор, поэтому тут огромное количество таких маленьких прикольных улочек, которые неизвестно, куда тебя выведут с кучей лесенок. Это так прикольно. Так мне это нравится. Можно внезапно напороться на что-то интересное, что-то необычное, что-то заброшенное. Или наоборот, что-то очень новое, стеклянное. Можно упасть. Но, судя по всему, мы уже подходим к цивилизации. Дальше лесенка красивая. Цивилизация. Вы посмотрите, какая потрясающая архитектура. Если так это можно назвать. Но это не передать словами, это надо обязательно лично сюда зайти и прочувствовать. Так, кому интересно, подняться на гору можно здесь.